Вот эта часть, это все, это фиаско. Пользовать. Порвут просто, оторвут, потом не сможем контейнер достать. Отрезать швартовный конец, просто перепилить его и все. Можно подняться, удариться головой об вот эту решетку, если она закрыта. Сколько будет стоить сдать 18 концов еще и за деньги, я не представляю. У Новошева во время выгрузки контейнера произошло несчастье. Друзья, я всех приветствую, с вами снова капитан Максим, канал Максмастер. И это вторая часть нашего перехода из США, порт Чарльстон, в Индию, порт Новошева. В этой части речь пойдет о том, как мы пересекали уже Индийский океан. В конце предыдущего ролика Максмастер Дейли вы помните, да, что мы остановились на том, как мы подошли к мысу Доброй Надежды, а именно к тому месту, где встречаются два океана. Точнее, это мыс Игольный. И в этом ролике уже речь пойдет о том, как мы пересекали Индийский океан. И ролик получится немного длиннее, чем наши стандартные 20-30 минут, которые у нас хронометраж обычно роликов. Он будет где-то минут 40. Ну, я так думаю, потому что я сужу из того, сколько у нас работы запланировано на вот этот период времени, который будет составлять наш переход через Индийский океан. Я вам покажу, чем занимаются моряки на палубе, покажу свою инспекцию, которую я проводил после того, как мы прошли вот это через Атлантический океан, вышел на палубу для того, чтобы ее проинспектировать. Ну и в таком духе, как обычно, морская жизнь, морская работа, моряки, флот и так далее. Если вы поддерживаете мой канал, поставьте, пожалуйста, лайк. Те, кто пришел только первый раз на канал, кто раньше здесь не был, если вам интересна морская жизнь, подпишитесь, прожмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Это 49-й выпуск Максмастер Дейли, следующий 50-й будет уже юбилейный. Ну давайте пока остановимся на том, что мы имеем на данный момент. Мы находимся в Индийском океане, и я могу точно сказать, полный вперед, поехали! Выходим на очередной обход. Тут пацаны какие-то шланги протянули. Что-то будут отбивать, значит. Это пневматические шланги будут работать пневмоинструментом. Переборки обрабатывали, чтобы белым цветом покрасить. То есть они закончили, сейчас будут красить. Друзья, я не буду чистить звук, когда я хожу по палубе, чтобы вы понимали, как здесь все происходит. Могу кинуть микрофон, конечно, потом все зачистить, но тогда будет неинтересно, не будет атмосферы судна. А так, мне кажется, что будет более, как бы, большее погружение. Смотрите, какой ящик я нашел. Мне кажется, надо переварить крепление. Я вам сейчас подсвечу. Смотрите. Сильная коррозия. Сейчас с другой стороны покажу. Вот здесь такая история. По-моему, это капец. Надо делать. Тут можно руками это все отломать. Да. Там это не трещина, это... Ага, видите, все отваливается. Да, надо этот ящик сделать.
Сам ящик, смотрите, тоже не очень хорошо себя чувствует. Тут делалось, кстати, видно грунт. Вот эта часть, это все, это фиаско. Вот посмотрите, очень хорошая практика. В принципе, так должно быть. Видите, пин. Специально, чтобы эти, как стойки лееров, для лееров не выпадали, когда их тянешь. Раньше их не было, можно было их вырвать. Вот, допустим, как здесь. Пин вытащен. Можно легко, ну, вместе с, когда поднимаешься по трапу, можно легко ее тоже вырвать. А так пин, когда есть, она никуда не денется. Я этот пин не могу не продеть ни с одной, ни с другой стороны. То есть что-то там не так. Где-то там отверстия неровно просверлены. Ни в ту сторону не проходит, ни в другую сторону. Это надо исправлять, потому что тогда это, ну, так себе работает, честно говоря. Противоположный борт, все окей, оба пина на месте. Будем тут слазить. Мы оттуда слезли. Сейчас проверим вот эти две стойки. Но тут пины продеты. Даже залазить не надо, потому что я вижу, что пины продеты, то есть все нормально. Тут еще две стойки должны быть, как минимум. Так, один пин на месте, второй весь вот так вот болтается некрасиво. Скорее всего, та же проблема. Идем проверять. Короче, то же самое. Здесь он вообще наперекос идет, то есть стойка сильно высокая, ее надо подрезать, потому что пин уходит вверх, естественно, он не пройдет насквозь. Давайте проверим с вами лэшинг, исправились или нет. Вон, вот тут, блин, мертвый, каменный, намертво тоже. Тоже все хорошо закреплено. Уроки усвоили. Здесь, кстати, смотрите, вообще этих стоек нет. Или их где-то сейчас делают, но они тут должны быть. И они тут были. Наши gearboxes, то есть ящики для хранения твислоков. Сейчас проверим, насколько там отсортировано. Что внутри? Макгрегор, естественно. Так, ну, это какой-то мусор, чуть-чуть, совсем пустые. Опять мусор. Тряпки какие-то убрать надо. Здесь что за бардак? Так, полуавтоматы. Вот это уже невозможно использовать 100%. Порванный тросик. Вообще, которые невозможно использовать, есть специальный ящик, вот он такой, красного цвета. Сюда все поломанное. Да, здесь видно, что они подуставшие. Вот большой ящик, тоже вперемешку. Такое, бутылка какая-то валяется. Опять мусор. В общем, здесь нужна сортировка, уборка до следующего порта, а там опять нам все испортят. Где этот поломанный был? Если мы уже здесь, смотрите, такое нельзя использовать. Порвут просто, оторвут, потом не сможем контейнер достать. Так, давайте с этой стороны посмотрим. Вот видите, написано Damage Bin. Damage Bin, что это значит? Ну ладно, будем думать, что это для поврежденных. Хотя вот как по мне, вот этот вполне рабочий. Вот он, почти новый видно. Что у нас по этой стороне? Пустота. Тут опять намешано. Я уверен, что и вот в тех в середине то же самое. Этот вообще, блин, при смерти, наверное, уже ржавый весь. Тут вообще толрипа лежат. Это ящик для твислоков. Немного мусора. Ну и все какое-то оранжевое. Но я думаю, что оно рабочее. Проверяем. Нормально. Надо смазать только тросики.
опять же, смотрите по палубе, да? Мусор, мусор, мусор. Надо это все собирать, потому что в порту могут быть проблемы, если это увидят. А тем более мы идем в Индию, там придет карантин, они будут смотреть палубу. Подводим итог. По поводу лэшинга все усвоено, все закреплено, практически 95% контейнеров, что я проверил, закреплены хорошо, некоторые просто надо дотянуть, это не проблема. Надо делать сортировку твислоков, убирать оттуда мусор. В принципе, на палубе нет мусора, кроме вот этого места, где я вам показал. Все остальное нормально. И надо что-то делать с этими пинами, потому что много пинов, которые не становятся в посадочное место. Надо рассверливать, но это работа небольшая, просто пройтись. Это буквально пару часов нашему фитеру хватит. И смотрите, вот это те стойки, видите, желтые, вот они там стоят, про которые мы с вами говорили. Но есть еще вот эти стойки, и они тоже должны быть закреплены. То, что вы видите отверстие снизу, это просто дренаж, чтобы вода сходила. Это не для сейфти пина. Вот я к ней подхожу, беру, и как бы просто ее можно извлечь оттуда. Кстати, вот еще раз и два. И это тоже надо сделать. Вот с этой стороны то же самое, видите, та же история. И эти все стойки стоят вот здесь вот. Да, будет работа для фитера. Посмотрите на это умопомрачительное качество наклеек. Вот ее наклеили месяц назад. Она уже вся расслаивается. На баке сделали специальный такой девайс, не девайс, ящик. Вот, emergency cutting device тут должен быть, то есть турбинка. У нас эта турбинка должна быть специально здесь во время швартовки, чтобы при случае необходимости отрезать швартовный конец. Просто перепилить его и все. Обязательно должна быть. Поэтому, и причем на месте, не где-то в подшкиперской, чтобы быстро это сделать. Поэтому вот такой ящик соорудили. Помещение, где мы с вами уже были, Forward Boston Store. Здесь тоже работа была проделана. Закрепили, видите, кончиком закрепили оборудование, которое теоретически могло бы двигаться. Больше света надо. Бочки засекьюрили. Эти канистры засекьюрили. Ну, засекьюрили, я имею в виду, что закрепили от шторма, от движения. Тут вайером тоже все стянули. Лосманский трап передвинули, он у нас был вот там, где Суэц-канал прожектор. Опять же, концы эти бесконечные. А вот наши концы, видите, вот это концы нашего типа, которые мы используем. Здесь тоже все стянули металлическими вайерами, металлическими тросами вот такого плана. Наварили специальные крепления для этого, вот такие уголки. То есть ящики вот эти тяжелые, которые с крепежным материалом. Все закреплено. Здесь бухточки закрепили, чтобы во время шторма оно ничего не двигалось. Еще один уголок наваренный. Металлические стяжки. Раз, два. И талреб. Надо будет обтянуть это все, потому что как-то оно хлипковато. Но, честно говоря, этого хватит. Эту катушку закрепили. Здесь эти ящики затянули строп-лентой. Вот такого плана. Ну и здесь наварили рым. И стянули металлическим тросом на талрипе. И там рым, видите, наварен тоже. Что, друзья, лезем в помещение боутрастера. Боутрастер рум. Темно и страшно, но мы не боимся. Вот оттуда мы с вами прилезли. Здесь вообще развилка, можно запутаться. Вниз, если four-peak танк, а сюда боутрастер рум. Вот она. Через cargo hold. Вот оттуда мы только что с вами пришли. Самый верхний лаз, потом еще один трап. Этот трап. Здесь я двери уже открыл. И заходим в помещение боутрастера. Ну еще нет, еще один трап. Но, смотрите, ничего не смущает. Трап метров 6, нет защитных колец.
То есть, если будешь падать, то все 6 метров. Не за что даже зацепиться. Сейчас слезу снизу покажу. Такой высокий трап. Должны быть защитные кольца, которые, ну, теоретически, если вы, не дай бог, начнете падать, то они защитят хотя бы как-то, предотвратят прямое падение. Хоть как-то кубарем вы там, не знаю, упадете. А так это вообще хана. В самом помещении довольно чисто. Вот сами трастеры. Вот номер 2 и номер 1. Ничего особенного. Вот трастер с этой стороны. Вот он с другой стороны. Вот это основной мотор трастера. А для поворота лопастей есть другой электромотор. Вот они, 2 электромотора в основном помещении. Номер 1, номер 2. Именно они и вращают лопасти. Задают угол атаки лопастей. И электрощит их. Я уже вылез назад. Немного похудел, пока лазил туда-обратно. Так что сегодня на кардиотренировку можно не идти. И сейчас двигаемся в сторону кормы. Заходим в steering room. Она же румпельная. Здесь надо навести порядок. Вечная проблема в этих румпельных, что на Манаусе, помните, был какой бардак? Что здесь? Ну, здесь получше, конечно, ситуация. Тем не менее. Как вы думаете? Напишите в комментариях. Ремонтируем или оставляем? Смотрите. Особенно вот тут. Но прямо перед глазами, да? Интересно ваше мнение. На корме закончили делать леера. Такие вот они сейчас у нас все красивые. Лебедки, вы знаете, что они уже отремонтированы были давно. Сейчас делают вот вентиляцию, кстати, отбивают. Потом надо будет или заменить, или приклеить новую резинку. Не, резина нормальная, смазать только и все. Тоже леер сделан. Этот старый остался. Тут не меняли трубу. И тут вентиляцию отбили. Готовят. Здесь старый частично. Эта труба новая. Здесь старый отбитый, видно. И это тоже. Тут полностью труба новая. Вы помните, я вам показывал, в каком она была состоянии. Ну и вот эту вентиляцию сегодня матрос отбивал. Ну и так далее. И так далее. Все леера по кругу сделаны. В круг. Ящик тоже закрепили. Видите, рым наварен. Тут и тут. И закрепили таким кончиком. Tiger Rope это называется. Кто не знал, из-за характерной раскраски. Кстати, вентиляцию тоже отбили. Будут красить. Корма почти вся сделана. Смотрите, палуба в хорошем состоянии. Лебедки все сделаны. Ролики все крутятся. Леера переварены, обслужены. Крышки люков в steering room, то есть в румпельную, а также в CO2 сделаны. Осталось закончить только с вентиляцией. И, в принципе, пока о корме можно забыть. Вот эти потеки, это все косметика. Единственное, что может вызвать в ближайшее время какое-то неудобство, да, какие-то проблемы создать, это коррозия, которая проходит поверху. Все. А так с кормой, в принципе, можно пока на какое-то время заканчивать. Есть у нас за настройкой такое вот еще пространство для хранения лэшинга, для хранения какого-то материала. Здесь трубы, уголки, металл, длинные бары, еще трубы, а также металлолом. В общем, здесь у нас были не закреплены вот эти ящики. Вот эти ящики. И вот мы сегодня делали рымы. Наваривали рымы. Вон еще один вы видите. И здесь где-то должен быть. Вон он.
для того, чтобы, собственно, предотвратить смещение их в плохую погоду. Вот так выглядит надстройка с кормовой стороны, наш монорейл, кран. И будем вылазить. К сожалению, выход, ну, здесь как бы их два. Вот один по трапу можно подняться, удариться головой об вот эту решетку, если она закрыта. Ну, мы сделаем проще, мы вот здесь выйдем. Все, с палубой закончили, можно подниматься наверх. Мы были с вами здесь 1,5 часа назад, когда начинали красить. Ну, переборка закрашена в белый цвет. Меня всегда вот это поражало. Оставить кусочек, закрасьте уже, набейте новый трафарет, да и все. Вот так вот это все выглядит. Честно говоря, не дочистили. Специалисты в комментариях, только не из моряков. Скажите, что вот это за штука? Напишите в комменты, интересно, вот это что такое? И вот это вот. Что это за прекрасная ржавеющая вещь? Ну и вот, народ, идем мы, уже прошли практически Мадагаскар. С левой стороны у нас, с левого борта, где-то очень вдалеке Мозамбик. Осталось нам перехода всего лишь 10 дней, можно сказать. Мы точно нам еще не сказали дату, когда нас ждут в Новошеве, пока идем на 11 июля. Я так думаю, что если все будет хорошо, то это видео вы плюс-минус где-то в эти числа увидите. Ну или 12 или 19, там посмотрим, когда я его смогу загрузить. Видели мою экскурсию по палубе, которую я вам показал? В принципе, ну, работа работается, все выполняется. Те вещи, которые должны были быть сделаны очень давно, они сделаны только сейчас. Экипаж работает, все в принципе нормально, все живы, здоровы, сыты и более-менее довольны. Провели мы барбекю, день рождения отпраздновали нашего хорошего третьего помощника. Занимаемся работой, периодически делаем тревоги учебные. На Новошеву идем по расписанию. Продолжаем. And you hold yourself with this knee, because when the pressure is too big, you can throw it. So, like this, 1, 2. This one is for the first person. So now you open. 2, 3, and if there is no fire, after this only we can enter. Загрунтовали эту трубу, осталось только закрасить. Она, кстати, ведет, знаете куда? Сейчас я покажу. Она ведет вот сюда. Air Condition Unit Room. Вот она нижняя, которая снизу находится. Здесь состояние более-менее нормальное. Подготовочка на завтра. Заготавливают продукты. Судя по всему, завтра будут креветки. Чикен вижу. И рыба какая-то. Матросы заменили старый конец, установили новый туда на лебедку. Вот майнают старый сюда. Что? Помимо вот этой кучи старых концов, от которых мы не можем избавиться, у нас еще один добавляется сюда. Прикиньте, вот у нас сейчас ситуация со швартовыми концами на борту. Вот таких концов у нас 18 штук. Это не наши концы, это концы, которые использовались предыдущим судовладельцем. И мы их должны утилизировать, потому что это как мусор, грубо говоря. И ситуация абсурдная тем, что раньше мы эти концы продавали. Даже за $100, даже там, не знаю, за $50 конец, в зависимости от состояния, за 200 иногда продавали. Но на этой линии, где мы работаем, Индия, Америка, абсурдность ситуации в том, что мы их нигде не можем продать, ну, чтобы потом положить эти деньги в фонд экипажа, потратить там на PlayStation, какие-то развлечения и так далее. То есть мы вынуждены их сдавать за деньги. Сколько будет стоить сдать 18 концов еще и за деньги, я не представляю. Но если один куб в Индии берут по цене $173, здесь где-то кубов минимум 10. Просто сдать концы на мусор будет 1000 там, с чем-то $2000 плюс-минус. А таких
Вот, ну, куч, да, в кавычках, у нас две. Одна здесь, вторая на корме. Здесь 8 концов, по-моему, или 7, или 8. И на корме такая же бухта. Наваленных концов куча. Огромное количество. А это как раз те концы, которые мы не используем. Это от предыдущего судовладельца нам досталось. Не можем никак их нигде сдать. Никто не принимает. Раньше нам платили за это, за то, что мы их сдавали. Да и сейчас можно где-то продать, там, Вьетнам, какие-то такие страны, Индонезия. Где-то на западном побережье Африки можно было бы их продать. В том же Суэцком канале, в том же Египте их охотно берут. Но мы не можем. Мы вынуждены сами платить за утилизацию швартовых концов. Причем они в хорошем состоянии, ну, довольно-таки. Их еще можно очень долго использовать. Тут, конечно, есть поврежденные, какие-то выбитые пряди, но в целом состояние концов вполне приемлемое. Даже два новых конца установили. Вот на вот эти лебедки. Ну, я не скажу, что прям состояние старых какое-то страшное. Тем не менее, новые концы на лебедках. Может, там Чиф действительно нашел какие-то выбитые пряди, потому что, ну, повод должен быть для замены. Друзья, смотрите, Коморские острова. Это остров Майотта. Мы туда как-то даже заходили на судне CMA CGM Africa One. Для тех, кто давно на канале, они помнят это. Я сейчас сделаю вставочку, посмотрите. Очень красиво там. С противоположного борта тоже Коморские острова, но побольше такой остров с какой-то даже горой. Называется Анжуан. Никогда там не был. Ну и, наверное, судно такого размера, как наше, туда и не зайдет. Что я сказал? Будет креветки под каким-то соусом. Но будем кушать. Должно быть вкусно. Вот сейчас выясняем по поводу аварийной буксировки. У нас вот по схеме вот здесь вот так вот, а на самом деле есть еще один кнехт. Вот в этом месте есть еще один кнехт. И эти кнехты всего по 75 тонн SVL. Вот этот Fairlead, килоньютон 726, где-то 75 тонн. И дальше идет этот кнехт. Вот этого на схеме вообще нет. И вот тот кнехт. И они тоже по 726 килоньютон. Как бы мало для буксировки. В общем, что, друзья, прогулялся я на бак, посмотрел на Emergency Town Kit. У нас обязан он быть, потому что, ну, вдруг чуть что, не дай бог, чтобы была возможность буксировки судна. И у нас есть такой кит, действительно, но есть нюанс. Этот конец стальной, который wire, буксировочный, очень короткий, метров 50 всего, наверное. Тем не менее, мы можем буксировать судно с помощью наших концов. Есть схема тоже подачи определенная. Я сейчас пойду схожу еще на корму, посмотрю, что там. Там тоже есть Emergency Town Kit. Там тоже должен быть стальной конец. Посмотрим, в каком он состоянии и насколько он оригинальный. Сделаем репорт и отошлем в компанию. Вот он, буксировочный конец мы нашли на корме. Вот так вот он выглядит. В общем, ситуация не самая плохая. Есть два буксирных у нас стальных конца для буксировки нашего судна, а также нашим судном. Проблема в клюзе и проблема в кнехтах, потому что там 726 килоньютон, я не помню, ну что-то около 75 тонн получается. Это мало, реально мало. Если какой-то океанический мощный буксир, то будет очень долго и надо очень аккуратно все это делать. С другой стороны, мы всегда можем взаимодействовать с нашими концами, задействовать наши концы. Можем подать с двух лебедок, тоже там нагрузка 726 килоньютон, но уже через ролики. Уже надо подавать через наши ролики
726 килоньютон, как я сказал, допустимая нагрузка на них безопасная. Концы у нас по 80, по-моему, 2 тонны каждый. То есть концы превышают. И здесь уже становится тогда повеселее. Если равномерно подать, равномерно набить, то есть отрегулировать длину справа, с левого борта, то получится порядка 140 тонн. Это уже будет повеселее. Поэтому всегда есть выход из ситуации. Но тем не менее, все равно мы сейчас компанию сообщим. Посмотрим, какая будет реакция. В воскресенье вообще нельзя приходить. Здесь он T-bone стейк с картошкой, пицца. Дальше, тут что у нас было на завтрак? Блины. Тут борщ. Друзья, нехорошие новости к нам пришли из порта Нава-Шева. Идем туда, как вы понимаете, да? Ну, те, кто смотрит. И вот сегодня, 6 июля 2026 года, буквально за 5 дней до того, как мы туда должны прийти, я получаю новость, и мне присылает даже видео один из подписчиков, что в порту Нава-Шева во время выгрузки контейнера произошло несчастье. 3 рабочих, из-за обрушения стопки контейнеров, 4 штуки, вот здесь на видео мы видим, что 4 штуки упала стопка контейнеров. В результате этого обрушения 3 человека пострадало, один из которых, к сожалению, глубочайшему, никогда больше не вернется домой с работы. Да, вот такое вот бывает. Здесь видно на этом видео, что это стопка контейнеров из 4 штук, то есть они не раскреплены между собой, но они были раскреплены от палубы, то есть палубные твислоки были открыты, лэшинг снят, железные вот эти, железные палки. Лэшинг был снят, и вот эта стопка упала как-то, она странно. С одной стороны, она видно, что закреплена гаком и находится на весу над машиной, то ли которая принимала сладж с парохода, то ли бункировала чем-то, потому что видно, написано hazardous, то есть опасный какой-то груз на борту этой, в цистерне этого автомобиля. А другой стороной эта стопка упирается, скорее всего, об автомобиль, который подвез как раз контейнер на погрузку, либо только выгрузили на него. Берегите себя, пацаны молодые, которые смотрят мои видео. Во время грузовых операций максимально внимание. Вы находитесь непосредственно возле работающих кранов, возле контейнеров. Всегда будьте внимательны, всегда обращайте внимание и думайте, что что-то может произойти не так, пойти не так. Если вы об этом думаете, то вы уже потенциально можете быть готовы к тому, что что-то пойдет не так. Грузовые операции — это опасно. Нам же, скорее всего, поменяют заход, отменят заход в Нава-Шеву, и мы пойдем в следующий порт в Мундру для того, чтобы не терять время, чтобы продолжать работать. На самом деле, посмотрим, как оно будет. Пока подтверждения нет, пока у нас есть только запрос, когда мы сможем прийти в Мундру, если нам отменят Нава-Шеву. Решили мы отремонтировать ступеньки на трапе. Они же балясины. Тут сварщики работают. Вот тут поставили уже одну. То есть одну отремонтировали. Дальше здесь, видите, подрезано. И таких мест несколько на судне. Продолжают переваривать трапы, пострадавшие наши от коррозии. Левый борт закончили, на правый переместились. Там вот варят, здесь уже приварили пластины. И еще по всему судну понаустанавливали вот таких пепельниц. Потому что designated smoking place у нас внутри нет, поэтому они у нас все снаружи. Такая пепельница самодельная, покрашена высокотемпературной краской. Надолго должно хватить. Он уже что-то там лежит. Матросы замывают палубу. Готовимся к следующему порту, к приходу, чтобы палуба была чистая.
Кронштейны новые приварили, ящик приготовили, будут устанавливать новый. Это тот, о котором я вам говорил. По-моему, надо засылать кого-то на уборку лифта. Это все грязное, особенно возле перил. Смотрите, здесь протертости, с этой стороны тоже, здесь вот. В общем, надо бы прибраться, так сказать, привести в порядок это все. Вот, вторая дверь тоже видела жизнь. Все-таки, друзья, не поменяли нам расписание, и мы пришли туда, куда изначально и направлялись, из Чарльстона. Да, мы стали сейчас на якорь, на якорную стоянку, на рейд порта Навашева и ожидаем своей постановки к причалу, которая должна быть через 2 дня, если все будет хорошо. Но что-то мне подсказывает, что, наверное, все-таки будет задержка как минимум на 1 день, потому что, судя по расписанию порта, там есть определенная очередь, и мы в этой очереди 4-й, а так как в порту Навашева не сильно быстро проходят грузовые операции, то, скорее всего, мы тут простоим не 2 дня, а 3. Смотрите, сейчас покажу, кто стоит у причала. Вот это вот, как вы понимаете, Marine Traffic, тут даже написано, вот Marine Traffic. Здесь швартуется судно Артам, вот эти 2 наши, вот здесь пустое место, мы сюда, по идее, должны встать, но сюда заходит наш тоже контейнеровоз, который называется CMSGM Вилла до Конде. И стоит здесь вот контейнеровоз с очень таким примечательным названием, звучит как Фа, хорошо, что Фа, а не Та, вот, и вот он стоит здесь, вот это 2 наших причала. Я, кстати, да, я не ругался матом, я просто прочитал название вот этого прекрасного парохода. Ну, в общем, вот сюда мы куда-то, вот сюда, скорее всего, мы должны встать, или сюда, или на вот это место. То есть сейчас будет Вилла де Конде, стоит здесь контейнеровоз, еще сюда потом станет контейнеровоз, который называется Хенза Эйжа, и CMSGM Набука станет, и только после них уже будем мы. И эти, друзья, у нас на носовой мачте поднят черный шар. Это значит, что судно стоит на якоре. В соответствии с МППСС-72, международные правила предупреждения столкновения судов, судно должно, если оно стоит на якоре, поднимать на мачте черный шар. Ну, смотрите, могут же, когда хотят. Как чистенько стало, а? Ну, тут есть царапины, от них никуда не деться, только красить. А так, все, что было грязное, все стало чисто. Смотрите, красота. И эта дверь тоже стала неожиданно чистой.
Ну что, друзья, наконец-то закончился этот переход через 2 океана. Мы зашли, наконец-то, в порт, который называется Навашева. Тут у меня чуть-чуть сейчас радиостанцию выключу. Переход занял немножко больше времени, чем мы планировали изначально. То есть мы должны были перейти с Чарльстона в Навашеву. Это Индия, кто не знает. Напротив Мумбаи прям. Должны были перейти изначально за 35 суток. Но мы, в принципе, так и сделали. Мы за 35 суток добрались, но вдруг кинули якорь. Когда пришли, стали на якорную стоянку, простояли 3 дня, ждали своей очереди постановки в порт. Очередь, собственно, создалась из-за того, что произошел тут, к сожалению, несчастный случай, о котором я вам говорил ранее. Нас даже хотели перенаправить сначала в другой порт. Но в итоге мы оказались все-таки здесь. Постояли 3 дня, подождали. Очередь прошла, и нас поставили благополучно к причалу. Все, переход закончился, был непростой, мы встретили и плохую погоду, были у нас какие-то технические проблемы, но в целом добрались благополучно. Сейчас будем проводить замену экипажа, получать провизию, снабжение какое-то. Здесь нам разрешили даже работать судовым краном, несмотря на то, что сначала мы получили запрет на проведение таких операций, именно из-за того, что тут произошло. Но по приходу агент сказал, можно, но при определенных условиях. С этого порта начинается наша индийско-шри-ланкийское турне, то есть сейчас мы в Навашеве, следующий порт это Мундра, и заключительный порт, из которого я надеюсь, что я все-таки полечу домой, если сменщик приедет, это будет шри-ланкийская Коломбо, самый большой порт на Шри-Ланке. Этот выпуск подошел к концу. Пишите свои пожелания, свои вопросы и комментарии под этим роликом. Я прочитаю и на все постараюсь ответить. С вами был капитан Максим. Вы были на канале Макс Мастер. Спасибо еще раз вам за ваше внимание. Я на связи.